Привет! Сегодня хочу предложить вам 10 идей полезных перекусов. Причем большинство из них будут с большим содержанием белка. Для первого перекуса в кастрюлю с водой закладываю овощи. Сельдерей, морковь, репчатый лук и кидаю несколько горошин черного перца. Как только вода закипит, добавляю соль и выкладываю кусочки куриного филе. Варю курицу примерно 25 минут. Часть бульона отливаю, слегка остужаю и добавляю в него желатин. В чашу блендера выкладываю кусочки курицы, одно целое яйцо, сваренное вкрутую, и еще белок от одного такого же яйца. Добавляю специи, сушеный чеснок, черный молотый перец и щепотку молотого мускатного ореха. Вливаю бульон с желатином и довожу все до однородного состояния. Перекладываю куриный паштет в подходящую емкость и убираю в холодильник минимум на 2 часа. Очень удобно такой паштет использовать в разнообразных закусках и бутербродах. Текстура у него идеальная, нежная, однородная и кремообразная. Я, например, для перекуса намазываю этот паштет на тонкие хлебцы, сверху посыпаю зеленью. И подавать их очень здорово с какими-нибудь овощами, например, с помидором. Наверняка во многих рецептах вам часто встречался такой ингредиент, как арахисовая паста. Качественная арахисовая паста в магазинах стоит очень недешево, поэтому хочу вам показать, как можно сделать ее дома. Я взяла самый обыкновенный нечищенный арахис. Чтобы легко его очистить от шелухи, высыпаю на противень и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Как только арахис остынет до комнатной температуры, можно приступать к очистке. Делать это очень легко. Можно небольшие горсточки орехов перетирать между ладоней, либо каждый орешек очищать отдельно. Когда все орехи очищены, снова ставлю противень в горячую духовку на 2 минуты. Теплые орешки будут значительно легче перемалываться в однородную массу. Перекладываю арахис в чашу блендера. Здесь, конечно, важно, чтобы блендер был достаточно мощный и справился со своей задачей. Сначала блендер работает у меня приблизительно 2 минуты, и арахис перемалывается в мелкую крошку. К ореховой крошке добавляю сироп топинамбура. Также можно посластить медом. И по частям начинаю добавлять воду. Готовьтесь к тому, что блендер должен работать достаточно долго, минимум минут 10, поэтому я его, например, периодически выключала и давала остыть. Готовую пасту перекладываю в банку и храню в холодильнике. Хочу обратить ваше внимание, что арахисовая паста у меня из необжаренных орехов, что значительно полезней, а добавление воды, соответственно, увеличивает количество и снижает калорийность. Ну и для примера вот такой бутерброд. Цельнозерновой хлеб наполовину намазываю ореховую пасту, наполовину рикотту и украшаю ягодами. Ту часть, где рикотта с голубикой, сверху посыпаю молотыми семенами льна. Такой перекус не только красиво выглядит и хорош на вкус, но также содержит в себе только полезные белки, жиры и углеводы. Третья идея для перекуса – очень классные кексы. Одно яйцо взбиваю миксером до пышной пены. Добавляю рикотту, творог, сироп топинамбура, растительное масло, разрыхлитель и цедру лимона. Все вместе хорошо взбиваю миксером. Когда смесь станет однородной, насыпаю клетчатку и еще раз все хорошо перемешиваю. Через 2-3 минуты клетчатка набухнет и тесто станет более густым. Выкладываю в подходящие формочки для кексов. Формочки наполняю тестом примерно наполовину. Далее выкладываю замороженную чернику и сверху закрываю еще небольшим кусочком теста. В разогретой до 180 градусов духовке кексы выпекаю 30-35 минут. Полностью их остужаю. Кексы замечательные, мягкие, нежные и очень ароматные. Клетчатка – те самые пищевые волокна, которые так необходимы нашему организму. Единственный недостаток этих кексиков – они не очень хорошо отходят от формочек. Четвертая идея – еще один сладкий перекус – кокосовое печенье. Отделяю белки от желтков, мне понадобятся только белки 2 яиц. К белкам добавляю пару капель лимонного сока и насыпаю кокосовый сахар. И взбиваю белки с сахаром до крепких пик. Если будете использовать какой-то жидкий подсластитель, например, сироп, то сначала взбиваете белки, после добавляете сироп. Во взбитые белки вливаю оставшийся лимонный сок, добавляю экстракт ванили и насыпаю кокосовую стружку. Делаю это в 2 приема. При помощи лопатки аккуратно замешиваю тесто. Формирую небольшие печенюшки и выпекаю их в разогретой до 180 градусов духовке 10 минут. Печенье получается очень ароматное и сочетает в себе вкус кокоса и крем-брюле. Сверху слегка хрустящее, внутри немного влажное. Как и вся выпечка из кокоса, очень быстро впитывает в себя влагу, поэтому хранить остывшее печенье следует в закрытой емкости. Пятый вариант перекуса – белковый салат, для которого сначала мариную филе куриной грудки. Куриное филе с 2 сторон натираю специями, сушеным чесноком, черным молотым перцем, молотым кориандром и паприкой. И, конечно, немного присаливаю. Оставляю его минут на 10-15 и обжариваю на гриле.
Хрустящей основой в этом салате будет салат айсберг, к которому я мелко нарезаю один вареный белок и одно целое вареное яйцо. Добавляю натертый сыр. Готовому куриному филе даю полежать на доске минут 10-15, чтобы оно набралось соков и остыло. После режу на небольшие кусочки. Для заправки к греческому йогурту добавляю щепотку соли и дижонскую горчицу. Заправку хорошенько перемешиваю и заправляю салат. В этом салате очень много белковых продуктов, но при этом он получается очень нежный, сочный и хрустящий. Очень-очень вкусный. Шестой перекус – белковый омлет. Шампиньоны режу небольшими кусочками и обжариваю на сухой сковороде. Чтобы обжарить их быстрее, добавляю немножко воды, 1-2 столовых ложки. Слегка грибы присаливаю, и как только они будут готовы, я их снимаю с огня. Для омлетной массы беру 2 белка и 1 целое яйцо. Солю по вкусу и хорошенько перемешиваю вилкой. Выливаю омлетную массу на хорошо разогретую сковороду и готовлю его без добавления масла. В середину выкладываю рикотту, на нее жареные шампиньоны. Сверху украшаю зеленью, у меня руккола. Сворачиваю омлет и можно есть. И седьмой перекус – белковый коктейль. В чашу блендера выкладываю банан, который предварительно нарезала и в течение часа заморозила. Добавляю арахисовую пасту, которую готовила ранее, и вливаю молоко и воду. По вкусу подслащиваю и добавляю порошок протеина. Многие пользуются протеином, чтобы восполнить недостаток белка. Коктейль взбиваю блендером, и можно наслаждаться прохладным напитком с ароматом банана и ореха. Восьмой перекус, для которого я взяла сухой рассыпчатый творог и творог в пачке. Творог тщательно разминаю вилкой, добавляю яйцо, щепотку соли и подсластитель. У меня сегодня фит-парад, вы можете взять любой подсластитель по своему вкусу. Очень тщательно перемешиваю творог с яйцом до однородного состояния. И понемногу начинаю добавлять рисовую муку. Получается очень нежное творожное тесто, не забитое мукой. От творожного теста отщипываю небольшой кусок и разминаю в руках. В середину вкладываю вишню и формирую шарик. Из такого количества продуктов у меня получается 12 ленивых вареников. Вареники буду отваривать в кипящей воде с добавлением соли и небольшого количества растительного масла. Вареники аккуратно закладываю в воду и после того, как они всплывут, варю 3 минуты. Вареники подаю горячими, сверху поливаю их натуральным йогуртом. Вторую порцию вареников можно заморозить до следующего раза. Помимо того, что такие ленивые вареники очень симпатичные внешне, получаются они нежными и воздушными, а внутри небольшой сюрприз – кислая вишенка. Идея номер 9. Смузи-боул – смузи, которое нужно есть ложкой, а не пить через трубочку. Банан нарезаю на кусочки и замораживаю в течение 2 часов. Замороженный банан выкладываю в чашу блендера, добавляю овсяные хлопья, свежую клубнику, немного экстракта ванили и греческий йогурт. Блендером довожу до однородного состояния и переливаю в смузи в подходящую емкость. Смотрите, такой смузи даже переливать одно удовольствие. Сверху украшаю тыквенными семечками, семенами подсолнуха, несколькими орешками кешью и дольками клубники. Получается просто обалденный густой прохладный смузи. Очень ароматный, ведь сезон клубники как раз начинается. А орехи и семечки дополняют этот смузи большим количеством полезных белков и жиров. Для 10-го перекуса шампиньоны произвольно нарезаю и обжариваю на хорошо разогретой сковороде с добавлением оливкового масла. Произвольно нарезаю небольшую головку репчатого лука, выкладываю лук к шампиньонам и обжариваю лук с грибами 1-2 минуты. Добавляю соль и немного черного молотого перца и довожу грибы до готовности. Обжаренные шампиньоны с луком перекладываю в чашу блендера. Туда же отправляю консервированную красную фасоль. Добавляю мелко нарезанный чеснок и все вместе прокручиваю и получаю однородный паштет. Очень вкусно такой паштет подавать, например, с хлебцами, у меня сегодня тонкие цельнозерновые, или со свежим огурцом. Ну и небольшой бонус, еще один рецепт. К яйцу добавляю немного соли, яйцо перемешиваю, но не взбиваю, и добавляю к творогу. Творог смешиваю с яйцом и потихоньку начинаю подсыпать гречневую муку. Творожная масса для сырников получается достаточно плотной, но не стоит этого пугаться, сырники обязательно получатся. Влажными руками формирую сырники и обваливаю их в гречневой муке. Антипригарную сковороду хорошо разогреваю и огонь убавляю ниже среднего. Готовить сырники буду без добавления масла на медленном огне, примерно по 4-5 минут с каждой стороны. Сковороду закрываю крышкой. Подаю гречневые сырники горячими с небольшим количеством сметаны.
Такие сырники я ничем не подслащиваю, они сами по себе очень-очень вкусные и почему-то имеют небольшой ореховый аромат.